10 часов и 2,5 в Питере. Это передача «Не розовые среды». Вас приветствует Феликс Чацкий и я, Саша Нерозова в Питере. Мы на турбазе. Прекрасной Дашеньки Павы из «Уха Москвы» с нами сегодня, к сожалению, нет. Здравствуйте, дорогие слушатели. До того, как мы пойдем по тему, я хочу представить вам новое произведение художника Гривенникова. Хороша парочка. Далее, как вы видите, в названии отсутствует два слова. Первое слово состоит из 5 букв, второе слово состоит из 6 букв. Вам предстоит угадать название картины. Вопрос нелегкий. Удачи вам. А теперь перейдем к обзору событий, происшедших с начала декабря. Их случилось довольно много. 1 декабря в Буэнос-Айресе завершился междусобойчик Большой Двадцатки. В Википедии читаем. Большая Двадцатка, группа Б, клуб глав государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. На этом междусобойчике присутствовал также Владимир Владимирович Путин, хотя экономика России совсем из другой оперы, которая называется «Регрессия». Тем не менее, он там был, мед, пиво пил и бродил среди сильных мира сего с фейсом подростка, которому удалось проскользнуть на день рождения Анджелины Джоли. Он просто светился, как телепузик По. Хотя никто из Big Guys с ним не общался, кроме как печально известного пари, принца Саудитского. Эту милую парочку, Владимир Владимирович и принц Мухаммед бин Салман, избегали все члены ложи Б-20. Поэтому, видимо, принц тоже перманентно скалился, как карапуз Дипси под своей куфе, типа, ну что вы в самом деле, я к факту разрезания на суповой набор тела моего критика Джамала Кашоги никакого отношения не имею. Мир пока ограничивается неофициальным бойкотом этих двух хулиганов. Никто просто не знает, что с ними делать. Их ненавидят, их боятся, но на собственный бал, как видим, пустили. Живчик Макрон на той сходке сильно надеялся поблистать предвкушение предстоящему положению альфа-слона в Евросоюзе после того, как британцы окончательно сбрексятся и Ангела Меркель сойдет с политической арены. Однако ему не дали распустить в Аргентине его хобот на всю длину, его соотечественники в желтых жилетах. Пресса пренебрежительно сначала называла их крайними левыми радикалами, крайними правыми радикалами, экстремистами, хулиганами, кто бы они ни были, но яйца у них и из хорошей стали сделаны, не то что у Макрона или у тех, кто брюзжит потихоньку на правительство по углам у французских обывателей. У желтых жилетов не было ни руководителя, ни комитета, координировавшего их действия. Они давали себя руководить через социальные медиа. И в этом была их сила, поскольку они были непредсказуемы. Макрон наложил штаны. Да, он сильно нагадил штаны. Вот это. Потому что ему не с кем было вести переговоры о перемирии, либо условия окончания протеста. Франция является республикой с формой правления демократия. Демос в переводе с греческого означает народ, напомню вам, кратос сила, то есть народ диктует, как ему жить. Французы сказали, что им пофигу политическая корректность их президента, ее на хлеб не намажешь. Макрон проигнорировал нужды и интересы своего народа, народ отказался в ответ играть по его правилам. Французам надоело дорожание жизни, пустеющие деревни, исчезающие неизвестно куда рабочие места, неприличные доходы
некоторые части населения страны. Поэтому французы показали Макрону гигантскую фигу. 3 декабря правительство выдавило из себя заявление, что оно отказывается от введения налогов на топливо, увеличения стоимости бензина, нефти, дизеля и электроэнергии, но уступка оказалась запоздалой, поезд ушел. В Париже продолжались столкновения демонстрантов с полицией. Только в субботу оно продолжалось более 9 часов, а по всей Франции протестовало более 30 тысяч человек. Какой же французы все-таки непредсказуемый народ. И Франция очень нестабильна и воинственна. В России намного спокойнее и стабильнее. Промышленное производство здесь стабильно отстает от мировых конкурентов. Покупательная способность населения стабильно падает. Деревеньки, целые городишки стабильно умирают. Наука дряхлеет стабильно. Культура стабильно деградирует. Духовенство стабильно жиреет. Пенсионный возраст стабильно увеличивается. НДС стабильно растет. ЖКХ стабильно наглеет. Число покидающих Россию молодых специалистов, молодежи стабильно увеличивается. Коррупция стабильно процветает. Бюджетные средства обильно дают. Война в Сирии, черная дыра Донбасса, Чечня, попы. Как видим, в России все стабильно. Хочу вернуться в провонявший испачканными трусами Макрона Париж. 3 декабря там, по соседству с дымящимися баррикадами в Большом дворце изящных искусств, прошла церемония вручения Золотого мяча. Церемония этого года отличалась от предыдущих тем, что впервые Баллон д'Ор среди женщин получила 23-летняя нападающая французского Лиона и национальной сборной Норвегии Ада Хегельберг. За 3,5 минуты эта норвежская футболистка умудрилась писать свое имя в историю дважды. Не могу не отметить, насколько она хороша была в тот вечер. Золотое облегающее платье, ноги как у кузнечика, сексапильные, красивые. И вот она произносит благодарственную речь на французском, на английском. Она отметила, насколько подобная награда важна для женского футбола, и попросила маленьких девочек верить в себя. У второго ведущего церемонии, известного французского диск-жокея Мартина Сольвейга, от вида новоиспеченной обладательницы Золотого мяча, случился Купидо Квенди. О, боже мой! Да, мой дорогой Чацкий. Да, мой дорогой Чацкий. Норвежская футболистка произвела на Мартина Сольвейга настолько сильное впечатление, что он, как только статуэтка оказалась в руках девушки, попросил ее потрясти жопкой прямо на сцене в присутствии всего честного народа. Ну, вы понимаете, в социальных сетях случилось короткое замыкание. Девушка ответила ему гордо и коротко «No». Чем она вписала свое имя? Также в историю феминизма. Я считаю, двойной триумф Ады Хегельберг в Palais d'Aston книги рекордов Гиннес. Наше время, к сожалению, истекло. С вами были Феликс Чацкий и Саша Нерозова на турбазе Питер. И мы были, к сожалению, без Дарьи Павы из «Уха Москвы». Всего вам доброго, дорогие слушатели, зрители. Ставьте лайки.